Приветствую вас, зрители канала. Сегодня на обзоре у нас промышленный корабль-переработчик второго размера от компании Drake Interplanetary, модель Vulture. Это компактная рабочая лошадка, рассчитанная на работу одного человека. Является крайне привлекательным и успешным судном для этой отрасли и заслужен на неподдельную симпатию пилотов, занимающихся переработкой металлолома. Как многие догадались, Vulture — это младший конкурент по отрасли к кораблю Reclaimer. Он оборудован всеми необходимыми инструментами для работы в условиях отдаленных от дома и при этом сохранять допустимую автономность. А также небольшим грузовым отсеком на 16 ССУ, который в 99% случаев используется для складирования собранного сырья. Важно отметить, что в скором времени разработчиками будет реструктурирована и дополнена геймплейная составляющая этого ремесла. На данный момент к кораблям данной группы готовится дополнение в виде их основного назначения – переработка собираемого сырья. Но момент повествования этого геймплея еще нет, однако уже практически все готово для его внедрения в игру. А еще в последний момент стали доступны новые сведения об этом аспекте, но об этом чуть далее. Не забывайте про лайк, комментарий под видео и подписаться, если еще не. Приятного просмотра. Немногие знают, что Vulture — это на самом деле глубокая переработка кораблей серии AS-1, более известная как серия Cutlass, а точнее его экспериментальная платформа компании Drake под аббревиатурой VLT-3, что расшифровывается как Vertical Landing Test 3, переводится как «Испытание на вертикальную посадку 3». Это произошло по причине гонки компании Drake за легкой наживой в лице потерпевшего крушение грузового судна Empire Sleeper, которое перевозило редкие металлы и драгоценные произведения искусства. Объединенная земная империя после 8 месяцев поисков обнаружила судно в астероидном радиоактивном поясе вблизи короны Красного Гиганта. Несмотря на то, что была объявлена поисково-спасательная операция и, по-видимому, спасать собирались не экипаж, ибо он к тому моменту уже явно запекся до хрустящей корочки, а имущество корабля. Подобраться к нему простым спасательным судам типа СРВ было невозможно из-за высокой радиоактивности, температуры, а также плотности астероидного пояса. Вопрос спасения судна вызвалось решить развивающаяся на тот момент компания Drake под покровительством многомиллионных инвестиций от компании Misk. После заседания специальной инженерной группы в системе Борей компания выпустила нечто очень отдаленно похожее на текущую версию корабля Vulture. У предшественника была очень серьезная защита от радиации и столкновений в виде толстых металлических экранов, а также наспех приделаны инструменты для сбора ресурсов и всех необходимых операций. Такое судно изначально управлялось двумя членами экипажа, при этом надобности выхода в открытое космическое пространство не было. Все манипуляции позволял производить корабль дистанционно. Судно от Drake приступило к работе спустя 14 месяцев после крушения корабля Empire Sleeper, что невероятно быстро. В итоге модернизированное изделие VLT-3 вытащило все ценные грузы и в том числе самописцы корабля Empire Sleeper. И несмотря на то, что компания Drake не имела права копировать данные с них, а напрямую передать компании Misk, а также на тот момент всячески отбиваясь от исков по поводу сотрудничества в пиратстве, положительная молва в прессе быстро распространила хорошие отзывы о компании Drake. Спустя 36 лет после событий по спасению имущества в астероидном поясе компания Drake расконсервировала свое модернизированное изделие VLT-3, неоднократно побывавшее на различных выставках, ровно до того момента, пока компанию вновь не обвинили в сотрудничестве с пиратами после некоторых событий. Растущий спрос в отрасли переработчиков послужил началом разработки, или точнее сказать модернизации корабля VLT-3 в уже известный нам корабль модели Vulture. В новой конструкции корабль оснащен был лазерными рыхлителями, автономными сборочными стрелами, тяговой балкой Lariat и плазменными резаками модели Tomium. В изначальной конструкции корабля не было жилой зоны, а также кабина была рассчитана на 2 человек. Разработка Vulture длилась 6 лет, включая испытательные будни и всевозможные бюрократические хлопоты, связанные с выдачей разрешения на выпуск данного судна в гражданский сектор, согласно законам и нормам Объединенной земной империи. В итоге запрос рынка превысил производственные мощности компании Drake, что в итоге потребовало открытия новых фабрик на отдаленных рубежах империи. В последующем корабль еще незначительно модернизировался, было увеличено пространство в кабине пилота, а также добавлены подвесы под курсовое вооружение. Примечательно, что в 1941 году 300 экземпляров Vulture было реквизировано военным флотом Объединенной земной империи для расчистки путей исследования после тяжелых и разрушительных боев с расой вандулов. Несмотря на
на то, что модель Vultr не предназначена для боев, она отлично себя зарекомендовала и в данных условиях. По сей день данная модель производится, а для владельцев старых версий этого корабля компания Drake предлагает бесплатную модернизацию и обновление корабля. Vultr в своей последней модификации, доступной на сегодняшний день, поставляется со специальным разведывательным и сборочным дроном. Как и упоминается в истории кораблю, он довольно нетипичный. Vultr, как и большинство изделий от компании Drake, создан из довольно простых материалов. Сталь, титан и различные элементы бронированной обшивки для защиты уязвимых мест корабля. В длину Vultr составляет 34 метра, в ширину 16, а в высоту 9 метров. Это примерно чуть меньше, чем 4 простых школьных автобуса типа Thomas Safety Liner. Выступающие стрелы, на которых находится множество инструментов и других элементов корабля, называются риперы. В передней части риперов находятся два сборочных проектора и лучи первичного дробления, установленные на поворотных лафетах. Каждый такой манипулятор может управляться независимо друг от друга. Вся техническая информация данных узлов у вас на экране. Тут же видны осветительные курсовые прожекторы, а также несколько маневровых фиксированных двигателей первого размера, выдающие по 1,297 меганьютона усилия каждый, и потребляющие до 12,5 литров на меганьютон. В сумме на Vultr установлено 12 маневровых двигателей. Чуть далее по центру на риперах с обеих сторон установлены те самые лазерные системы дробления. Их принцип действия можно увидеть на некоторых роликах презентации корабля, в ряде изображений в виде концепт-артов, и в последний момент при подготовке этого видео появились кадры из раннего доступа эвокатов на тестовых серверах, как это выглядит. Признаюсь честно, не разделяю такую концепцию всевозможных магических лучей и лазеров, которые на расстоянии расщепляют объекты на атомы. Выглядит так себе. Сюда же могу отнести кадры, работающие клешни реклеймера. Она излучает какие-то загадочные импульсы, и объект переработки разваливается. Я очень надеюсь, что это временная затычка, а не конечный концепт этих систем. И, кстати, разработчики также переработали физические жернова Vultr. Изначально их было 4 штуки и стояли вертикально в двух разведенных желобах, а теперь это два валика в горизонтальной плоскости с одним большим желобом. Уже после написания сценария появилось еще одно короткое видео переделанного принципа работы лазерных дробителей, более подходящее на изначальный концепт разработчиков. И это уже выглядит куда лучше, чем то, что мы видели ранее. В этом же видео видна работа тяговых лучей Lariot. Технической информации данных элементов на момент повествования нет. У основания риперов находятся уже упомянутые тяговые лучи Lariot в количестве 4 единиц по 2 на каждую балку. Как и в случае с системой лазерного дробления, технической информации данных элементов нет, однако можно увидеть их принцип работы также на представленном видео. Под кабиной находятся перерабатывающие устройства по принципу физического дробления. Они спрятаны за крышкой, хотя на момент повествования сами элементы в виде жерновов внутри уже присутствуют. На данный момент этот узел корабля не работает, однако в скором времени он обретет свою функциональность. Сверху расположилась кабина пилота с панорамным остеклением. Рядом с кабиной предусмотрены технические подмостья. На левую сторону борта можно выйти из кабины напрямую. К этому подмостью ведет также внешняя лестница. Рядом с лестницей находятся дополнительные двигатели системы VTOL. Сама конструкция данных двигателей сквозного типа. При активации крышки, скрывающие данные двигатели, открываются. Вся необходимая информация по данному узлу у вас на экране. Рядом с лестницей с другой стороны также находятся блочные компенсаторы нагрузки, как и на реклеймере, только меньшего размера, и крепления на поворотном лафете самих риперов. Достоверно неизвестно, являются ли риперы подвижным элементом, но обратить на это внимание стоит. Тут же вокруг кабины можно наблюдать 4 курсовых осветительных прожектора на ксеноводороде. Даже не спрашивайте, что это за лабуда, я и сам не знаю. Также с двух сторон от кабины установлены подвесные лазерные репитеры первого размера на гимбальном подвесе от Klaus & Werner серии CF-117 модели Bulldog. Несмотря на факт гимбальных подвесов, воткнуть на Vultr вооружение на размер больше, сняв сами гимбалы, нельзя. Это обусловлено законами Объединенной Земной Империи. Примечательно, что для военных устанавливалось как раз вооружение второго размера, а не первого. Сверху над кабиной корабля находится люк технического обслуживания. Он также используется для доступа к компонентам корабля в случае их замены. Тут же находится узел дозаправки во время полета.
Далее, ближе к корме, на крыше пристыкован сборочно-разведывательный дрон Vulture. Он предназначен как следует: из его роли сборка малого сырья и разведка местности на предмет необходимых ресурсов. На момент повествования данный функционал отсутствует. При отстыковке корабля дроном сбрасываются также его заправочные рукава. Он будет способен работать как в космическом пространстве, так и в атмосферах на небесных телах. За дроном находится специальный малый сортировочный отсек, предназначенный для сгрузки сырья с самого дрона. Конечной концепцией корабля: при сбросе груза дроном в этот отсек сырье фильтруется и отправляется вниз на станции дробления или опрессовки. На данный момент в этом отсеке уже предусмотрены специальные ниши под крышками. Они имеют физические модели, хотя и внутри ничего пока что нет. Маршевая оснастка корабля представляет собой два простых прямоточных двигателя 4-го размера, выдающие по 3,215 меганьютона усилия и расходующие по 12,5 литров на меганьютон. Разгоняют такие двигатели Vulture от 0 до крейсерской скорости в 165 метров в секунду за 4,7 секунд, а до максимальной в 1114 метров в секунду за 32,2 секунды. Эти же мотогондолы служат и для двигателей реверса, которые развивают до 1,924 меганьютона усилия и потребляют также до 12,5 литров на меганьютон. Оттормаживание от крейсерской скорости занимает 8 секунд, а от максимальной 54 секунды. Маршевые мотогондолы установлены на поворотном лафете и активируются при режиме ВТО. На данный момент этот функционал недоступен. На Vulture всего установлено 4 самостоятельных подкормовых двигателя для режима ВТО. Они развивают 0,46 меганьютона усилия каждый. В кормовой части находится грузовая АПРЛ, предоставляющая доступ к грузовому отсеку корабля. Вся задняя часть Vulture спроектирована так, чтобы стыковаться с моделью Caterpillar. Видны всевозможные направляющие крепления в виде шаклов и всевозможные специальные упоры. Однако это лишь концепт-версия, предложенная разработчиком от Бейкеров. Реального воплощения на данный момент нет, и неизвестно, будет ли в будущем. Однако стоит напомнить, что Caterpillar на данный момент находится в ранней версии своего облика, и при его ребрендинге возможно, что этот функционал будет добавлен. Обзор у Vulture отличный. Несмотря на свои выпирающие риперы, это не сильно мешает при пилотировании. Для пилота доступно 2 многофункциональных монитора в прямой видимости сверху и еще 2 вне прямой видимости снизу. Радар 2D типа сверху ближе к правому монитору и стандартная панель индикации предупреждения ближе к левому верхнему экрану. Вполне себе достаточное количество мониторов для корабля такого типа и роли. Никаких нареканий нет. Позади пилота в кабине также находится ниша под модернизированный радар и сканер усиленного диапазона действия, заточенного специально для поиска необходимого сырья. Физические элементы этих компонентов находятся внутри в виде заглушек. С противоположной стороны находится ниша под корабельный компьютер. Она на данный момент не открывается, а физической модели компонента внутри нет. За кабиной находится небольшое жилое помещение, в котором есть кровать с композитным матрасом, протестированным в специальной комиссии в отрасли сальважа. Под кроватью находится небольшой локальный инвентарь для личных нужд. Рядом находится уборная с душевой. В этом помещении также присутствует небольшая зона для приготовления пищи. Слева от кухонной зоны находится ниша под батарею и гравитационный генератор корабля. Физических элементов за крышками нет. Тут же справа расположились ниши под компоненты корабля. В частности, на Vulture установлено 2 индустриальных кулера класса C первого размера от Juno Starrer модели Zermax, отводящие по 400 условных единиц тепла в секунду каждый, а также 2 индустриальные энергоустановки класса C от той же Juno Starrer модели Fortitude, вырабатывающие по 4207 единиц энергии в секунду каждая. В следующем узком помещении находится лестница, ведущая на нижнюю грузовую палубу. Тут также находятся стойки под оружие, место под скафандр, ниша под систему жизнеобеспечения, а также индустриальный квантовый двигатель класса C первого размера от компании Juno Starrer модели Голиаф. Разгоняет такой движок корабль до 89 383 км в секунду и расходует при этом 5,8 литра на миллион километров. При объеме квантового бака, который составляет 583 литра, максимальное расстояние покрытия таким двигателем чуть более 100 миллионов километров. Над квантовым движком есть место под Jump Drive, а значит Vulture будет способен передвигаться по порошковым точкам между системами.
В грузовом помещении, как и говорилось ранее, влезает до 16 СЦУ груза. Тут также мы можем наблюдать систему опрессовки сырья. При необходимости в этом устройстве можно создать также мультитул от Greycat и насадки для него. В этом же помещении находятся ниши под индустриальные щиты класса C первого размера. Всего их установлено 2 штуки от компании Basilisk модели Bauer. Каждый щит способен поглотить до 1500 хп. Полный надув составляет 4 секунды при скорости в 375 хп в секунду. На всем корабле установлены физические панели управления освещением, дверьми и их блокировкой. Также присутствует место под ручной огнетушитель, однако физической модели последнего пока что нет. Ожидается в ближайших обновлениях с появлением механики пожаров в кораблях. Self-destruct корабля занимает 30 секунд и радиус поражения 50 метров. Вот такой он, стервятник. На мой взгляд, это очень удачный корабль, по меньшей мере из-за того, что он подразумевается только под одного человека. А значит, сложности в его эксплуатации ни сейчас, ни в будущем возникнуть не должно. Помимо этого, корабль очень удобно спроектирован, за исключением пары моментов. Он достаточно надежен, физическая броня не позволяет его уничтожить даже боевым кораблям за одну тычку, а следовательно, спастись он позволяет. На сегодняшний день это единственный корабль в такой весовой категории в данном ремесле. Огромный неповоротливый реклеймер, где необходимо по меньшей мере 3 человека для успешной работы, он не сравнится. Во всяком случае, пока что. Понятное дело, что в будущем корабль от Aegis будет значительно серьезнее по возможностям, чем Vulture, но это не делает последний менее актуальным. В будущем он станет еще актуальнее, когда его дрон будет реализован, а также система дробления лазерами, физическими жерновами. По управлению его можно сравнить с серией Cutlass'ов. Может даже чуть легче, но дискомфорта он не доставляет. Существует несколько багов, связанных со спуском на лестнице. Бывает так, что при спуске на нижнюю палубу персонаж проваливается в космос в неиграбельном положении, без конечного падения, и сделать с этим ничего нельзя. На момент записи этого ролика данный баг не был исправлен, проверяли. На данный момент, как и говорилось в начале, готовится обновление геймплея Сальважа в сторону его усложнения, но вместе с тем и расширения спектра возможностей, а значит данный корабль неплохая инвестиция на данный момент. Но как всегда, последнее решение остается за вами. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Это был обзор на промышленный корабль-переработчик от компании Drake модели Vulture. Всем пока.